Всем авы, граждане! Пришло время брифинга для второго сезона «Превратности времени». Это как нулевая сессия, только для зрителей шоу, а не для игроков. В этом видео я дам всю информацию о нашей игре, чуть поговорю про развитие сеттинга и про планы на ближайшее будущее. Начнем с организационных моментов. Второй сезон «Превратности времени» у нас получился почти вдвое длиннее первого. 17 эпизодов, средняя длительность серии где-то 45 минут. Есть и по 30, есть и по часу с лишним. Выпускать мы их планируем 3 раза в месяц по субботам, ближе к вечеру по Москве. С утра того же дня будет заводиться премьера. В общем, на этот раз превратности с вами будут в течение аж полугода. После премьеры каждого эпизода мы будем приходить на часок в дискорд канала Легендарий, ссылка есть в описании, на такую автор-пати, поболтать с желающими про эпизод, про сеттинг и так далее. Я там буду всегда, разные игроки могут присоединяться в разное время. Как и в прошлый раз, мы будем выкладывать версии без купюр, но на этот раз непосредственно параллельно с выходом самого сезона. Версии без купюр, с матюгами, не вошедшим контентом, а также с тем, что мы обсуждали в перерывах в процессе съемки, мы будем выкладывать на бусте для патронов второго уровня где-то раз в месяц. Наконец, для интересующихся сеттингом я буду писать сопутствующие статьи к эпизодам, как и в прошлый раз, но их будет поменьше, они будут чуть проработаннее и, возможно, начнутся не сразу при релизе. Теперь давайте кратко пройдем по тому, что такое превратности времени и в целом сеттинг Fringe Earth, как для тех, кто к нам только что присоединяется, так и для тех, кто мог бы немножко что-то и позабыть. Fringe Earth, или Грань, как мы называем этот сеттинг, это игровой мир про путешествие во времени по нашей с вами земной истории. Это также мир тайных знаний и заговоров, где конспирологи оказываются правы. Магия существует, различные фэнтезийные виды типа эльфов, драконов и разумных прямоходящих змей прячутся среди нас. Раньше, в доисторическую эпоху, они правили этим миром, но теперь вынуждены скрываться среди массы человечества, забывшего про них и про волшебство. Магия слабеет с каждым днем. И к нашему времени чудес в мире практически не осталось. Но они есть в прошлом, по которому путешествуют временные скитальцы, единственные реальные, практические историки. Они не могут серьезно менять историю из-за того, что им противостоит жесткая сущность, известная как время, но их услуги все равно очень востребованы в наше время. Одними из таких скитальцев является Бюро темпоральных расследований, небольшая фирма таких вот историков-практиков. Во главе ее Сесострис из Древнего Египта, змеелюд прямиком из времен Александра Македонского, из 4 века до нашей эры. Он проспал более 2000 лет в саркофаге в пирамиде и до сих пор не до конца привык к современному миру. Навигатор компании, тот, благодаря которому они могут путешествовать во времени, это француз Дамьен Синклер. Умнейший человек, ядерный физик, но тяжелая судьба привела его к бутылке, на дне которой он и увидел грань. Максим Куницын, ветеран войны в Афганистане, отвечает в Бюро за безопасность. Он пережил страшную трагедию, потеряв свою дочь, и надеется, что секреты грани позволят вернуть ее к жизни. Айяна, птицелюдка-знахарка из потерянного народа североамериканских индейцев, ищущая секрет панацеи ото всех болезней и желающая на этом заработать. Наконец, Реми Долтон, хакер и первопроходец техномагии. О тайнах мира сего знает с детства. В бюро изначально был нанят как навигатор, но был слишком неточен, поэтому его пришлось заменить Дамьеном. Вместо навигации он теперь занимается технологической поддержкой, и в своих путешествиях он также случайно познакомился с Мерлином, да, тем самым Мерлином, и переписывается с ним при помощи зачарованной книги. В 2020 году бюро нанял богатый предприниматель Йонас Петрос, для того, чтобы они выяснили историю одного магического артефакта. Фибулы – это такая брошь для того, чтобы закалывать плащ. Это задание привело их во Францию времен Столетней войны, где они случайно стали спутниками Жанны д'Арк, которая тогда еще не была очень известной, еще даже не встретилась с будущим королем страны и не стала символом сопротивления англичанам. Выяснив, что артефакт позволял транслировать свои эмоции на множество других людей, партия вернулась в свое время. Однако почти сразу по возвращении произошло вот это, и я как ГМ, кстати, этого тогда не особо и ожидал. Дамьен встает, направляется. Максим! Выискивает Максима. Максим, чё ты сидишь? Собирайся! Быстро бери
Бери свою броню, оружие, что надо. Собирайся, мы едем в Руан. Мы идем спасать Жанну Дарк. Вот таким образом мы подходим ко второму сезону. В нем не будет Аяны, и она нашла то, что искала, и теперь отправилась по своим делам. Но зато бюро будет теперь пытаться спасти Жанну Дарк. Как и каким образом, получится ли, увидите уже во втором сезоне. Для нового сезона я сделал целый свод хоумрулов. Да, мне очень стыдно, что мне пришлось это сделать, но отходить от ДНД из-за тупо популярности системы мне не хотелось, а на запросы игроков надо как-то реагировать. Документ с онами я расшарю на бусте. Если вкратце, то мы, так же как в первом сезоне, раздаем вместо очков вдохновения карты вдохновения, которые можно использовать на всякие мелкие плюшки разные. Максиму и Реми мы придумали пару новых обилок. А кроме усталости, персонажи также могут у нас испытывать еще и стресс, что может повлиять на их действия. А самое главное, использование более продвинутой брони в окружении с менее продвинутым оружием сильно влияет на урон, и наоборот. Но в подробности я тут уходить не буду, большая часть этой механики осталась за кадром, чтобы не превращать шоу уж совсем в фестиваль игромеханики. Тем более, что к третьему сезону я это все буду опять упрощать, изменять, и оно как-то будет немножко адаптироваться со временем, чтобы потом в какой-нибудь следующей кампании уже иметь четкий опубликованный свод правил. Ну и напоследок я кратко хочу рассказать про развитие сеттинга. Около 1,5 лет мы вели периодически то базу знаний на сайте World Anvil, то писали заметки по сеттингу на различных платформах. Сейчас у меня появляется план это все немножечко упорядочить. Основой для информации по сеттингу я планирую сделать периодизацию, разделить историю мира на ряд периодов и плясать уже от них. В дополнение к этому хочется привести в порядок стиль повествования в Грани. Здесь появляется идея источников. Делать так, что по каждому периоду есть некий рассказчик, а может даже быть и несколько рассказчиков, от лица которых ведется история. На основе этого можно будет делать и лор-видео по Грани, кстати. Посмотрим, получится ли у меня это воплотить в жизнь. Ну вот и весь брифинг, в этот раз он покороче, чем предыдущий. Увидимся со всеми вами в конце следующей недели. 10 декабря не пропускайте премьеру первого эпизода «Превратностей», а после заглядывайте в Discord Легендария, чтобы с нами пообщаться. Всем пока!